Всем салют! В этом видео мы кратенько подведем итоги прошедшей третьей недели. Боев было много, очень много воевали топы между собой. Воевали они не только между собой, но и с другими, да, то есть боев было много у каждого. Топовые союзы разбились на пары. 96-й продолжили воевать с КСМ-105, а К-16 с К-15 воевали, как и на первые 2 недели. Ну, у них там личное, да, то есть, а 96-й, 105-й решали вопрос между собой. Вот, за то, кто какое место займет, да, то есть, делали отрыв на будущие 2 недели. Хватит им этого или нет, неизвестно. Вполне может и не хватить таких заделов. Вот. Ну, что будет на следующей неделе, мы посмотрим. На этой неделе у нас было много боев между К-15 и К-16. В основном именно боевыми мобами ходили, да, здесь у нас есть 32 пробития. Соответственно, очень много они держали. Боевых атак было очень много. К-15 атаковали все выходные практически. В этот раз, конечно, К-16 гораздо лучше защищались, чем в первые 2 недели. Они в первую неделю не воевали, во вторую неделю, да. То есть они организовались, они пробивали и держали оборону уже гораздо лучше. Хотя, конечно, 32 против 9 не такой хороший результат, как могло бы показаться. Но есть еще неделя впереди. Если они сделают выводы над ошибками, да, то они неплохо себя могут зарекомендовать на следующей неделе. Вот сколько атак они проводили. В основном это атаки были, которые разряжали башни, чтобы снизить нагрузку на основную ударную мобу. Вот. Также К-16 приходилось биться и с 98-м, и 87-м, и с 19-м, 21-м, так как в один момент они были на 9-м месте, 23-м, но не смогли найти в себе резервы, да, воюя и с К-16, также понизить эти союзы, которые были перед ними. Им помогали и 105-й, и 96-й, так как ходили за очками и к ТАР, и к СЛР, и к 79-м, да. Вот, соответственно, смогли понизить их. Вот, и мы получаем такую картину. 98-й с 87-м довольно-таки много тоже воевали друг с другом. Это соседи, да, то есть, вот. Можно посмотреть, титаны атаковали вид атаковали титаны. Вот есть пробитие как у одних, так и у других. Но все равно было вмешательство третьих сторон. Кто-то за очками ходил, кто-то себе понижал место. Повышал, вернее, свое место, да, понижая других. Доставалось всем хорошо. Вот. Задел, видите, 36 пробитий здесь. И сколько там мы смотрели? К-16. Не такое большое отставание, да, то есть 36 против 32, да, 4 пробития всего. Но на самом деле К-16 на порядок сильнее 87-х и 98-х, да. И я думаю, они смогут на следующей неделе отодвинуть их и не уступить свое 4-е место, да. То есть К-15, если продолжит активно также пробивать их, естественно, придется более активно отодвигать 87-й и 98-й серию. Но опять же, на самом деле расстояние между К-15 и 96 небольшое. У 96-х 2 пробития, у К-15 9, да, всего 7. Это для чуда немного. Можно отыграть, да, то есть, опять же, все будет зависеть от того, как будут себя вести там те же 105-е, если они продолжат атаковать. 96-е, к ним подключится К-15, уже будет очень сложно 96-м удерживать 1-е место. Поэтому будем смотреть, что произойдет на следующей неделе, на следующих выходных. Вот. Все остальные союзы тоже очень много воевали. Воевал и К-16, и 87-й, да, К-19, К-21, 23, да, им тоже много атак приходило, 85-й, 121. Их атаковали ради очков, набития, да, топы заводили мобилизацию, с топом у всех факел горел. На то оно и чудо, такой боевой ивент. Поэтому кто на каком месте останется через неделю, мы узнаем. Пока вот такой вот расклад у нас. В данной ситуации плюс-минус по силе союза находится. В принципе, как
105, 15, 16 между собой, как они, мы, скорее всего, узнаем на следующей неделе. На данном этапе мы видим, что 96 сильнее 105, а К15 сильнее 16. Что будет дальше, посмотрим. На этом все. Всем счастливо.